Глава 1161. Патриарх Золотой Цветок. Еще один высокоранговый культиватор приближается к нам. Воскликнул пожилой мужчина. Что высокоранговый культиватор забыл на таком малоизвестном острове? Твои подчиненные кому-то рассказали эту новость. Женщина сразу обратилась к пожилому мужчине с выражением шока и ярости. Я никому из них не рассказал о нашей цели на эту поездку, так как они могли кому-то что-то рассказать. Пожилой мужчина поспешно покачал головой с серьезным выражением лица. Не паникуйте. Может, этот культиватор просто летит мимо. Нам просто нужно следить и действовать в соответствии с ситуацией, тихо сказал мужчина в синей мантии. Услышав это, женщина и пожилой мужчина восстановили самообладание. В этот момент полоска лазурного света, которая, казалось, была очень далека всего несколько минут назад, достигла их в мгновение ока. Она была так близко, что все они уже смогли разглядеть неясную мужскую фигуру в свете. Так быстро. Увидев это, все трое были ошеломлены, и в их сердцах закралось плохое предчувствие. После нескольких вспышек лазурный свет появился прямо над их головами. Свет отступил, раскрывая лазурного культиватора, которому на вид было лет 20. Его вид поразил 3 культиваторов внизу. Молодой человек невозмутимо посмотрел вниз и спросил спокойным голосом: «Это остров Дьявольского озера?» Сердца 3 культиваторов одновременно ушли в пятки. Они просканировали Ханьли своим духовным чутьем, но еще больше удивились от того, что не смогли обнаружить его уровень культивации. Духовная сила, исходящая из тела этого молодого человека, была явно намного сильнее, чем у них, поэтому он определенно был культиватором зарождающейся души. Это было худшее, что могло с ними случиться. Это действительно остров Дьявольского озера. Вам нужна помощь, старший. Мы были бы более чем готовы помочь вам. Пожилой мужчина поспешно улыбнулся и почтительно поклонился. Это все, что мне нужно услышать. Почему все вы здесь? Ханли слегка запнулся, увидев низкоранговых культиваторов внизу, и на его лице появилась легкая улыбка. Сердце пожилого человека дрогнуло, и ему не оставалось ничего другого, кроме как использовать предлог, который приготовил заранее. Мне нужно большое количество зеленой меди, чтобы изготовить несколько специальных сокровищ, поэтому я взял с собой несколько учеников, чтобы помочь мне в процессе раскопок. Этот молодой человек явно не был обычным культиватором зарождающейся души, о чем свидетельствовал тот факт, что его духовное чутье было совершенно не в состоянии установить его уровень культивации. Нечто подобное раньше никогда не происходило. Говоря теоретически, будучи культиватором поздней стадии формирования ядра, даже культиватор средней стадии зарождающейся души не мог скрыть от него свой уровень культивации. Зеленая медь. Так вы устанавливаете эти разрушающие формации заклинаний только для того, чтобы выкопать немного зеленой меди. Молодой человек хмыкнул, скрестив руки на груди, и взглянул на формацию заклинания, которую устанавливали низкоранговые культиваторы, а затем на зеленую поверхность озера под ним. Скептицизм в его смешке был очень очевиден. Холодный пот побежал по спине пожилого человека от его слов. Он никогда бы не подумал, что этот юноша также владеет искусством формации заклинаний. Стоит напомнить, что у большинства мастеров формации заклинаний не было высокого уровня культивации, а те, у кого был высокий уровень культивации, обычно не тратили время на изучение формации заклинаний. Кроме того, установка формации заклинаний была редким процессом, поэтому то, что этот юноша с такой легкостью идентифицировал тип формации, указывало на высокий уровень знаний в этой области. Женщина и мужчина в синей одежде сразу же стали чрезвычайно послушными, опустив головы и опуская глаза вниз, производя впечатление, что пожилой мужчина был лидером их группы. Таким образом, у пожилого человека не было другого выбора, кроме как разобраться с этим молодым человеком самостоятельно, и он был внутренне недоволен таким предательством. В конце концов, среди культиваторов зарождающейся души было очень мало дружелюбных личностей, поэтому его положение было чрезвычайно опасным. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, старший. Я также весьма заинтересован в формациях-заклинаниях, и я хотел установить их, чтобы проверить их эффективность. Пожилой мужчина немного поколебался, а потом придумал довольно правдоподобное оправдание. Услышав это, выражение лица молодого человека осталось неизменным. Он посмотрел на них троих и вдруг сказал нечто, что вызвало у них огромный испуг. «Как вы трое связаны с Мэном Хуцзе?» «Я не знаю, что вы имеете в виду, старший». Женщина подняла голову в ответ. Искусства культивации, которые вы используете, отличаются, но все они явно содержат следы небесного дьявольского искусства Мэна Хуцзе. Другие люди не смогут обнаружить это, но если вы пытаетесь обмануть меня, хе-хе. Молодой человек усмехнулся.
Видя, что они не смогут выкрутиться из этого, мужчина в синих одеждах глубоко вздохнул и, наконец, признался: «Вы знаете нашего мастера, старший». Услышав это, выражение беспокойства появилось на лицах пожилого мужчины и женщины. «Я встречался с ним только несколько раз. Вы трое пытаетесь найти сокровище под этим озером, верно?» Мэн Хуцзэ объявил, что он был единственным, кто знал местонахождение его пещеры с сокровищами, но вы трое внезапно появился здесь. Или он намеренно пытался обмануть меня, или вы трое, должно быть, узнали его секрет другим путем, сказал молодой человек. Его слова были похожи на раскаты грома, взрывающиеся в ушах 3 культиваторов внизу, от чего они встали как вкопанные. Хотя у них у всех было очень плохое предчувствие, никто из них не мог ничего поделать. Если бы этот молодой человек был культиватором формирования ядра, они еще могли бы объединить свои силы, чтобы убить его. Однако он был культиватором зарождающейся души и был слишком могущественный, чтобы они могли убить его. Кроме того, оказалось, что Мэн Хусци лично рассказал ему об этом месте. Это стало для них огромным сюрпризом. Неужели их мастер был еще жив, поэтому на их лицах сияли недоумения? Женщина первой оправилась от шока. Она заставила улыбнуться и спросила: «Мы трое действительно ученики мастера Мэна. Могу ли я узнать ваше имя, старший?» «Моя фамилия Хань». «Вы трое?» «А. Не думал, что такой маленький островок будет таким оживленным местом. Кто здесь прячется? Покажись». Хань Ли не успел закончить свое предложение, как вдруг он изменился в лице, щелкнув пальцами в направлении холма у озера. Несколько лазурных нитей мгновенно вспыхнули, превратившись в полоски света длиной в несколько десятков футов, став смертельно опасными. При виде этого выражения лица женщины сразу стало смертельно бледным. С оглушительным грохотом столбы лазурного света сумели рассечь почти половину холма. Однако для пожилого человека и мужчины в синем халате неожиданностью стало то, что на разрушенном холме появился лысый мускулистый мужчина. Это был очень большой мужчина, по телу которого переливался золотой свет, и казалось, что его одежда были сделаны из чистого золота. В этот момент на лице мужчины было шокированное выражение лица, и в одной руке он держал золотой щит, высвобождающий полукруглый световой барьер, удерживавший полосы лазурного света. «Патриарх Золотой Цветок!» — воскликнул старик при виде этого. Внезапно в сторону человека вспыхнула красная полоса света, и рядом с ним быстро появилась грациозная фигура. Это была ученица Мэна Хусци. «Младшая боевая сестра Кай, как ты могла бы объединиться с патриархом Золотым Цветком?» Старик сразу понял, что происходит, и на его лице появилось выражение шока и ярости. Выражение лица мужчины в синем одеянии также потемнело, услышав это. Было совершенно ясно, что женщина планировала использовать их, чтобы получить доступ к тайной пещере, а затем объединить усилия с этим патриархом, чтобы убить их и разделить сокровища между собой. Ты уверен, что имеешь право такое говорить? Старший боевой брат не ты ли уведомил людей из секты Кровавого Света, чтобы они перехватили и убили меня после того, как мы покинем этот остров? И младший боевой брат Лей, ты присоединился к павильону деревянного меча с острова Небесной Травы, готовясь жениться на дочери лорда павильона, но ты пообещали им все сокровища в этой пещере как свое приданое. Если бы я не нашла своих собственных союзников, сегодня был бы день моей смерти. Не надейтесь на получить какое-либо подкрепление, подчиненные патриарха Золотого Цветка уже обрезали их. Я была с Мэном Хусци и столько лет удовлетворял его желания, все, что он оставил, должно быть оставлено мне. Патриарх Золотой Цветок также согласился официально сделать меня своим компаньоном, да, стоя рядом с патриархом, на ее лице появилась самодовольная улыбка. Раз так, тогда зачем ты пришла ко мне и старшему боевому брату? Ты могла забрать все сокровища самостоятельно. На лице человека в синем халате появилась паника, но он быстро пришел в себя. Если бы не тот факт, что ограничения под озером чрезвычайно проблематичны, и вы двое были единственными, кто был проинструктирован Мэном Хусци о техниках-формациях заклинания, зачем мне сообщать вам двоим об этом? Женщина отбросила притворство и выложила все карты на стол. Выражение лица пожилого мужчины и человека в синем халате стало чрезвычайно мрачным. «Хватит. Ты можешь уладить свои разногласия с этими двумя в другой раз. Я хочу поговорить с этим господином даосистом». Патриарх Золотой Цветок нахмурился, перебив женщину, которая собиралась продолжать говорить. Женщина послушно замолчала, услышав это. «Господин даосист, вы здесь тоже из-за тайной пещеры Мэна Хуцзэ?» — спросил патриарх Золотой Цветок. Будучи культиватором на ранней стадии зарождающейся души, он также не смог установить уровень культивации Хань Ли, и это сделало его крайне осторожным. «Действительно. Я собираюсь забрать все под этим озером.
«Если тебе нечего сказать, можешь уходить», — холодно ответил Ханли, паря над озером. Патриарх Золотой Цветок пришел в ярость, услышав это. В то же время его сердце трясло от того факта, что Ханли говорил таким смелым образом, что ясно показывало, что он был чрезвычайно уверен в своих силах. Поэтому он подавил ярость, которая разгорелась в его сердце, и сказал серьезным тоном: «Вы, конечно, можете кидать громкие слова, но как вы планируете остановить меня, чтобы вы могли взять все сокровища здесь для себя?» Голос патриарха Золотого Цветка вдруг стал довольно неприятным. Глава 1162. Призрачный голубь. Значит, ты тоже заинтересован в этом? Ханли повернулся к нему с легкой улыбкой на лице. Не могу сказать, что лично знаю всех известных культиваторов зарождающейся души моря рассеянных звезд, но я, конечно, знаю, как они выглядят, но я никогда не слышал о таком, как вы. Вы выглядите знакомым. Патриарх Золотой Цветок сначала отреагировал холодно, а затем внимательно посмотрел на Ханли. Его брови нахмурились, а в глазах появился намек на недоумение. Ханли слегка прищурился, услышав это, и в его глазах засверкал холодный и острый, как кинжалы, свет. «Похоже, раз ты пришел сюда за сокровищами Мэна Хуци, мне придется оставить тебе его секретную пещеру. Уходим». После минуты созерцания патриарху Золотому Цветку внезапно пришла в голову мысль, от которой он изменился в лице. Внезапно он решил отступить. Все три культиватора формирования ядра были ошеломлены этим поворотом событий. Золотой свет замерцал вокруг тела патриарха Золотого Цвета, окутав женщину рядом с ним без каких-либо объяснений, собираясь улететь вдаль. Однако прямо в этот момент Ханли неожиданно поднял руку без какого-либо предчувствия. Вспышка лазурного света вырвалась из его руки, и он внезапно атаковал патриарха Золотого Цветка. Таким образом, попытка побега патриарха Золотого Цветка была сорвана. В шоке и ярости он громко взревел, призвав свой золотой щит, который снова превратился в барьер золотого света перед ним. После оглушительного взрыва в воздухе взорвался шар золотого света, испустив такой пронзительный свет, что все были вынуждены рефлексивно закрыть глаза и отступить назад, не осмеливаясь смотреть прямо на свет, словно опасаясь ослепнуть. Однако после того, как свет отступил, показалась фигура патриарха Золотого Цветка. Золотой щит перед ним был поврежден, но женщина позади него была совершенно невредима. Ему удалось заблокировать атаку Ханли. «Что вы делаете, господин даосист? Я уже оставил вам все сокровища, так почему вы напали на меня?» Разъяренно взревел патриарх Золотой Цветок. «Почему? Думаешь, я отпущу тебя после того, как ты узнал меня?» Холодно усмехнулся Ханли. Намерение убийства заполнило его сердце, и он, не тратя время на слова, похлопал по сумке для хранения у него на поясе. Из сумки выскочил посох монаха, а затем мгновенно появился над головой патриарха Золотого Цветка. Ханли сделал печать заклинаний и начал что-то петь. Посох монаха вспыхнул сверкающим желтым светом и увеличился до 100 футов, а затем рухнул с разрушительной силой. Он напоминал небольшую, падающую сверху гору. Даже до его первоначального спуска окружающее пространство начало искажаться и деформироваться, издавая резкий звенящий звук. После значительного прогресса в своей культивации Ханли теперь смог раскрыть гораздо большую силу при использовании сокровищ 3 мастеров Куню, чем по сравнению с предыдущим разом. От вида посоха монаха-патриарха Золотого Цветка исказилось шоком и яростью, только тогда он понял, что Ханли был чрезвычайно злобным и решительным человеком. Он намеревался убить патриарха Золотого Цветка, основываясь только на некоторых предположениях, и он не позволил патриарху Золотому Цветку хоть как-то объяснить себя. Кроме того, его сокровища были гораздо более могущественными, чем-то, что представлял себе патриарх Золотой Цветок, и не было никакого способа, чтобы поврежденный золотой щит смог бы сдержать такую грозную атаку. В этой тяжелой ситуации патриарх Золотой Цветок больше не собирался искать сокровищ. Вместо этого он перевернул руку, и между его пальцами появился золотой талисман. Он махнул рукой в воздухе и произнес своеобразное песнопение, а затем развернулся на месте, а из его тела сразу же вырвались ослепительные полосы золотого. Посох монаха рухнул, и золотой свет превратился в бесчисленные цветы размером с кулак, создавая плотную завесу, полностью окутавшую патриарха Золотого Цветка и женщину. В момент столкновения желтого и золотого света грянул мощный взрыв. Сразу после этого весь свет погас, оставляя в земле только массивный кратер. Патриарха Золотого Цветка и женщину нигде не было видно. Ханли немного запнулся, увидев это, а затем холодно хмыкнул и распространил свое духовное чутье во всех направлениях вокруг себя. Затем он резко ударил рукой позади себя, и массивная полоска лазурного света вылетела в определенное место в воздухе.
Раздался глухой стук, и из воздуха появились золотые цветы. Патриарх Золотой Цветок появился из ниоткуда, обнимая женщину одной рукой. Золотые цветы перед ним время от времени дрожали, но он сумел отразить атаку меча Ци Ханьли. Ханьли приподнял бровь, тщательно оценивая эти золотые цветы с оттенком удивления в глазах. Из-за того, что он культивировал искусство владения мечом лазурной эссенции, его база культивации была намного выше, чем у обычных культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Поэтому лазурная ци его меч была чрезвычайно мощной атакой. Тем не менее, этот патриарх золотого цвета смог с легкостью заблокировать его с помощью талисмана. Это было довольно сложно для Ханьли. Невозможно. Как ты узнал мое местоположение? Даже культиватор средней стадии зарождающейся души не смог бы сделать это. В отличие от этого, патриарх Золотой Цветок был гораздо более удивлен, чем Ханьли. Твой талисман довольно интересный, но ты слишком размечтался, раз решил, что сможешь ускользнуть у меня из-под носа, холодным голосом сказал Ханьли. Затем он взмахнул рукой в направлении посоха монаха, и сокровище мгновенно по его воле снова бросилось к патриарху Золотому Цветку. При виде этого на лице патриарха Золотого Цветка появился злобный свет. Он взмахнул своим золотым талисманом в воздухе и снова превратился в золотые цветы, чтобы уклониться от атаки, и вновь появился поблизости в следующее мгновение. Затем он резко отбросил женщину в сторону и взревел от злости. «Хань, ублюдок, я все это время шел на уступки, но ты все еще пытаешься убить меня. Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня только потому, что у тебя есть этот небесный котел? Я собираюсь показать тебе свою истинную силу». Затем он похлопал по сумке для хранения у него на поясе, и изнутри вырвался всплеск черной ци, в которой находился некий духовный зверь. Вскоре духовный зверь оказался странной птицей размером более 10 футов. Все тело птицы обвивала черная ци, а на голове горела пара зеленых глаз и мясистый гребень ярко-красного цвета. Весь внешний вид птицы выглядел довольно отвратительно. Появившись, она стала издавать крайне неприятный клёкот, злобно уставившись на Ханьли, по-видимому, обладая достаточным интеллектом, чтобы определить, что Ханьли был врагом. «Призрачный голубь. У тебя с собой есть такие вещи?» Ханьли удивленно щелкнул языком, но он не был ни в панике, ни в замешательстве. Он также похлопал по своей сумке для хранения, и изнутри раздался крик обезьяны. Оттуда вылетела черная полоса света, короткая, сделав круг в воздухе, превратилась в маленькую обезьяну с блестящим черным мехом. Это был никто иной, как зверь плачущей души. Зверь поднялся на ноги, качаясь. Казалось, у него все еще немного кружилась голова, и он был дезориентирован. Тем не менее, его глаза сразу же загорелись от восторга при виде призрачного голубя поблизости. Вспыхнул черный свет, и тело зверя резко распухло, мгновенно превратившись в огромную черную обезьяну высотой более 100 футов. Его рот наполнился зловещими клыками, а глаза стали излучать холодный свет. Стуча массивными кулаками в грудь, он издался громоподобный рев, который сотряс весь мир. Патриарх Золотой Цветок сразу же резко вздохнул при виде этого. Перед лицом гигантской обезьяны крылья агрессивного призрачного голубя вздрогнули, и на его лице появился испуг. Он кружил в воздухе над головой патриарха Золотого Цветка, не решаясь атаковать. В этот момент Ханьли небрежно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив 2 маленьких золотых меча. Мечи превратились в 2 световые полоски длиной около 10 футов каждая, а затем метнулись в патриарха. В то же время посох монаха снова начал падать на патриарха по приказу Ханьли. Сердце патриарха ушло в пятки при виде этого. Он стиснул зубы и выплюнул изо рта маленький золотой колокольчик. Затем он снова похлопал по своей сумке для хранения, и оттуда появилось 2 всплеска зеленого света, превратившись в пару зеленых нефритовых крючков, сделав круг в воздухе. Вспыхнул зеленый свет, а один из нефритовых крючков пролетел мимо руки патриарха, беззвучно отрезая 2 пальца, но крови не было. Патриарх Золотой Цветок сделал жест заклинания, и 2 пальца взорвались алым светом и полетели к призрачному голубю. Призрачный голубь испустил страшный крик, а затем проглотил этот алый свет. После этого черная ци по всему его телу начала вздыматься, в результате чего его тело увеличилось вдвое по сравнению с первоначальным размером, поднявшись на 20 футов. В то же время его зеленые глаза утратили прежнюю ясность и мгновенно окрасились малиновым цветом. После трансформации птица перестала бояться зверя плачущей души и расправила крылья, выплевывая изо рта черную ци, взяв на себя инициативу начать битву с гигантской обезьяной. 2 зеленых нефритовых крючка превратились в 2 полосы зеленого света и заблокировали золотые летающие мечи. В то же время маленький золотой колокольчик зазвенел, вызывая звуковую волну, вздымающуюся в воздухе, отразив тем самым и массивного посоха монаха. При виде этого патриарх Золотой Цветок облегченно вздохнул. Однако в этот момент на лице Ханьли появилась легкая ухмылка.
Когда призрачный голубь оказался над огромной обезьяной, он выпустил 2 взрыва черного ци. Огромная обезьяна хрюкнула, из ее ноздри вырвалась вспышка желтого света и пронеслась по воздуху. Свет вспыхнул всего 1 раз и сразу же окутал призрачного голубя. Затем свет загрохотал, а призрачный голубь внутри жалобно завопил, прежде чем он превратился в шар черной ци, который обезьяна с радостью проглотила. Патриарх Золотой Цветок окаменел, увидев это. Он ожидал, что призрачный голубь не сможет сравниться с гигантской обезьяной в бою, но никогда бы не подумал, что обезьяна съест ее после первой же атаки. Он выращивал призрачного голубя в соответствии с секретной техникой культивации, которую он получил случайно, и его удалось усовершенствовать только после огромных затрат времени и усилий. Стоит сказать, что эта птица родилась с парой призрачных глаз, которые могли отражать духов инь и злых призраков, и что она была искусна в секретной технике пленения, запуская невидимые атаки против врага. В случае с обычными культиваторами призрачный голубь мог летать над их головами и взрывать иньскую ци, душа жертвы страдала от сильной обратной реакции. Потеря призрачного голубя нанесла патриарху чрезвычайно тяжелый удар. Еще до того, как он успел оправиться от своего изумления, из 2 золотых летающих мечей внезапно вспыхнули вспышки золотых огней, после чего 2 нефритовых крючка были мгновенно разбиты и превращены в ничто. Без каких-либо препятствий на пути 2 полоски золотого света сразу же обрушились на патриарха Золотого Цветка. Сердце патриарха Золотого Цветка задрожало от шока, и как раз, когда он собирался призвать еще одно сокровище на свою защиту, он внезапно услышал сверху буддийские песнопения. Он поспешно посмотрел вверх, и холодок побежал у него по спине. Сразу после этого цвет его лица стал смертельно бледным. Буддийские песнопения внезапно изверглись из посоха монаха, и в то же самое время появился радужный буддийский свет, сделав посох монаха невероятно тяжелым. Золотые звуковые волны, которые изначально удерживали посох монаха, были немедленно побеждены, что позволило посоху спуститься, и в этот момент он находился всего в 40 футах от патриарха Золотого Цветка. Нет. Патриарх Золотой Цветок испустил крик шока и ужаса и снова взмахнул своим золотым талисманом. Он сразу превратился в бескрайние просторы золотых цветов и исчез на месте. Однако Хань Ли был готов к этому и сразу же активировал свои горозовые крылья. С раскатами грома он исчез почти в тот же момент, что и патриарх Золотой Цветок. Глава 1163. Убийство. Патриарх Золотой Цветок исчез в пространстве, используя силу своего талисмана, как вдруг почувствовал, что к нему сзади беззвучно приближается взрыв разрушительной силы. В отчаянии он пытался собрать золотые цветы позади себя как временный барьер, но все равно был поражен этой огромной силой. Прямо в этот момент позади него послышался раскат грома. Патриарх Золотой Цветок повернулся с выражением шока и ужаса на лице. На расстоянии более 100 футов во вспышке золотого света появился Хань Ли и медленно поднял кулак с холодной улыбкой на лице. Патриарх Золотой Цветок чувствовал, словно его сердце было погружено в ледяную яму. Этот человек определенно не был культиватором на ранней стадии зарождающейся души. Он был, по крайней мере, на средней стадии, и все его сокровища и способности намного превосходили его собственные. Поэтому патриарх Золотой Цветок, естественно, больше не решался вступать в бой с Хань Ли. Отбросив все свои намерения сражаться, он яростно швырнул свой золотой талисман в воздух. В то же время из его тела вспыхнул золотой свет, и он убежал вдаль, бросив женщину в панике. Хань Ли как раз собирался преследовать его, как вдруг золотой талисман, который патриарх Золотой Цветок только что бросил в воздух, внезапно рухнул. Огромное пространство золотого света взорвалось, превратившись в 1000 золотых ос размером с большой палец, и все они полетели к Хань Ли. Послышалось громкое жужжание ос. Хань Ли был немного удивлен таким поворотом событий, но все же спокойно среагировал, открыл рот и выплюнул маленький котел, окутанный лазурным светом. Котел сделал круг в воздухе перед ним, а затем увеличился до размера в несколько десятков футов, после чего Хань Ли похлопал по котлу рукой. С грохотом над гигантским котлом вспыхнуло голубое пламя, окутавшее весь котел внутри. Затем крышка котла стала медленно подниматься в воздух, продолжая грохотать, открывая щель шириной около фута. Из щели вырвался всплеск лазурного света, резко увеличившись в размерах, образуя лазурную сеть длиной более 100 футов. Вспышкой лазурного света сеть пронеслась по воздуху, мгновенно охватив всех золотых ос. Затем она развернулась в воздухе и вернулась в котел со скоростью молнии. Небесный котел был использован всего на мгновение, но все бесчисленное количество золотых ос в воздухе уже были захвачены. Воспользовавшись этой короткой задержкой, патриарх Золотой Цветок уже сбежал на расстояние около 600 футов. Его скорость была весьма удивительной для культиватора на ранней стадии зарождающейся души. Однако при виде этого на лице Хань Ли появилась легкая ухмылка, но он не стал отправляться в погоню за патриархом. Вместо этого он осмотрелся с мрачным выражением на лице и холодно хмыкнул.
Во время своего столкновения с патриархом пожилой мужчина в серой одежде и молодой человек в синей одежде отступили на расстояние более 1000 футов, готовясь в любой момент покинуть место происшествия. С появлением Хань Ли и патриарха Золотого Цветка они отказались от всех амбиций по сохранению сокровищ под озером. Все, о чем они думали, это как сбежать живым из этого опасного места. Патриарх Золотой Цветок явно был подговорен этой женщиной, чтобы убить всех остальных и забрать сокровища себе. Однако того, что этот человек осмелился напасть на патриарха Золотого Цветка, культиватора зарождающейся души, они сразу поняли, что что-то здесь не так. Когда патриарх Золотой Цветок упомянул небесный котел, они наконец поняли, кем был этот человек. Несмотря на то, что они были только культиваторами формирования ядра, они были учениками Мэна Хуцзы, поэтому было естественно, что они слышали о небесном котле. Приказы коалиции Звездопада о том, чтобы выследить владельца этого котла, были в силе и по сей день. Они знали, что их пребывание здесь, скорее всего, приведет к смерти, поэтому они попытались ускользать, как только началась битва между Хань Ли и патриархом Золотого Цветка. Когда Хан Ли повернулся к ним холодным взглядом, их сердцебиение ускорилось, и они разбежались в разные стороны так быстро, как только могли. Женщина осознала опасность, в которой она оказалась после того, как патриарх Золотой Цветок оставил ее здесь, и она также сбежала в панике, превратившись в полоску красного света. В то же время культиваторы заложения основ и уплотнения ци у озера были слишком далеко, чтобы увидеть, что происходит в центре озера. Однако даже издалека они могли видеть, как их мастера улетали прочь из этого места. Переглянувшись между собой, они также бросились в рассыпную. При виде этого выражения лица Хань Ли стало мрачным. Он резко схватил сумку для хранения духовного зверя и вскинул ее в небо. Из сумки донесся визг, затем появился взрыв белого ледяного тумана, внутри которого скрывалась дюжина белоснежных многоножек. Каждая из них была около половины фута в длину с парами прозрачных крыльев на спине. Их внешность была очень зловещей, и они начали летать в воздухе над головой Хань Ли. Хань Ли, не говоря ни слова, указал на 3 культиваторов формирования ядра вдалеке. 18 шестикрылых ледяных многоножек разделились на 3 группы и метнулись к 3 культиваторам формирования ядра в виде 3 порывов белого ледяного ветра, выпуская изо рта ледяную ци. Они явно перемещались быстрее, чем добыча, которую они преследовали. 3 культиватора формирования ядра при виде этого полетели на всей своей скорости, стараясь улететь как можно дальше. 3 культиватора формирования ядра и 18 ледяных многоножек улетели вдаль. Низкоранговые культиваторы совсем не волновали Хань Ли. С их нелепо медленной скоростью, даже если они захотят сообщить об этом кому-то, это займет у них как минимум несколько дней, и к тому времени Хань Ли будет далеко от этого острова. Однако в его глазах мелькнуло намек на намерение убить, когда он повернулся к патриарху Золотому Цветку. Взмахнув своими грозовыми крыльями, его тело исчезло во вспышке серебряной молнии. Несмотря на то, что к этому моменту патриарх Золотой Цветок уже находился на расстоянии более 1000 футов, Хань Ли мог преодолевать расстояние более 200 футов при каждой вспышке. Примерно через 6 или 7 вспышек он уже появился в воздухе над патриархом Золотым Цветком. Взмахнув рукой, он выпустил огромное пространство фиолетового пламени, которое, превратившись в огромную фиолетовую руку, сверху обрушившееся на патриарха. Патриарх и представить себе не мог, что Хань Ли сможет с такой легкостью его догнать. Вскрикнув от шока, на его лице появилось ужасное выражение при виде массивной пурпурной руки. В отчаянии он открыл рот и выплюнул в направлении огромной руки, золотую, поспешно сделав несколько ручных печатей, пытаясь уклониться от атаки. Тем не менее, массивная рука, будучи проявлением высшего фиолетового пламени, не была чем-то, с чем мог справиться культиватор на ранней стадии зарождающейся души. С тех пор, как Хань Ли овладел этим ледяным пламенем, ему нужно было с осторожностью относиться только к культиваторам на поздней стадии зарождающейся души и демоническим животным 10-го ранга. Золотая летающая сабля ударила по массивной руке, но сразу же покрылась толстым слоем фиолетового ледяного пламени и рухнула вниз. Массивная фиолетовая рука распахнулась прямо перед окаменевшими глазами патриарха Золотого Цветка и схватила его тело всей ладонью. Патриарх завопил от боли, когда фиолетовое пламя на руке поднялось еще на несколько футов. В мгновение патриарх превратился в фиолетовую ледяную скульптуру. При виде этого Хань Ли сразу же сделал жест заклинания, и массивная фиолетовая рука яростно соединила 5 пальцев. С треском вся ледяная скульптура рассыпалась вдребезги. Вспышка золотого света появилась из осколков льда. Это пыталась сбежать зарождающаяся душа патриарха Золотого Цветка. Хань Ли был готов к этому. Огромная рука распалась на бушующее фиолетовое пламя, немедленно заманивая в ловушку зарождающуюся душу. Зарождающаяся душа смогла продержаться в пламени лишь несколько секунд, а затем превратилась в ничто. Хань Ли взмахнул рукавом, и фиолетовое пламя превратилось в огненного питона, мгновенно исчезнувшего в его рукаве. Только тогда на его лице появилась слабая улыбка.
Он опустил взгляд вниз, сделав хватательное движение рукой, поймав сумку для хранения патриарха золотого цветка. Он сунул сумку в рукав, а затем перевел взгляд в другое направление. 3 культиватора формирования ядра и 18 ледяных многоножек уже нигде не было видно. Однако Хань Ли не был слишком обеспокоен этим. Он убрал зверя плачущей души, закрыл глаза и сел, скрестив ноги. Его духовное чутье медленно развивалось вокруг него, пока он сидел в воздухе, совершенно неподвижно. Все вокруг стало очень мирным, и не было слышно никаких других звуков, кроме шелестящего морского бриза. Примерно через 10 минут на лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и он снова открыл глаза. Почти в тот же момент духовный свет вспыхнул вдалеке, в определенном направлении, и к нему прилетело облако белых ледяных ветров. Несколько мгновений спустя оно оказалось над головой Хань Ли, а затем ветер рассеялся, обнажив 6 зловещих белоснежных многоножек. Каждая многоножка раздулась до размера более 10 футов, и на белоснежных экзоскелетах 2 многоножек можно было увидеть несколько слабых надрезов на мечах, свидетельствующих о том, что они только что пережили напряженную битву. Хань Ли слегка вскрикнул и бросил в воздух несколько заклинаний. Белый свет вспыхнул от тел 6 многоножек, и они быстро сжались до своего первоначального размера. Затем Хань Ли достал свою сумку духовного зверя, и 6 сороконожек ворвались в сумку в виде полос белого света. Некоторое время спустя 2 другие группы многоножек тоже вернулись. Одна из групп была полностью невредима, а среди другой была одна многоножка с отрубленными лапами. Однако все эти духовные насекомые, естественно, обладали чрезвычайно мощными жизненными силами и врожденной способностью к регенерации отрубленных конечностей. Поэтому через небольшой промежуток времени такая незначительная травма будет полностью исцелена. Убрав многоножек, Хань Ли повернулся к центру озера на острове Дьявольского озера Дьявола и полетел туда в виде полоски лазурного света. Полоска лазурного света вскоре исчезла в озере. Это так называемое Дьявольское озеро на самом деле было не очень глубоким, на глубине чуть более 2000 футов Хань Ли уже смог увидеть его дно. Однако вода в этом озере действительно была удивительно зеленой. Даже использовав свои глаза духовного прозрения, видимость был не более 100 футов. Все, что было дальше, было очень размытым и неясным. Кроме того, его духовное чутье, казалось, не могло покинуть его тело, как только он спустился в это озеро. Казалось, что это Дьявольское озеро могло естественным образом ограничивать духовное чутье. Тем не менее, Манхуцзы уже предоставил Хань Ли конкретное местоположение своего тайника, поэтому он смог легко найти его. Глава 1164. Скошенный серебряный текст. Окинув взглядом скалу на дне озера, Хань Ли щелкнул и выпустил лазурный меч Ци. Раздался громкий удар, и еще до того, как меч Ци даже ударился о скалу, внизу появился слой бледно-синего света, заблокировавший меч Ци. Однако этот слой синего света был чрезвычайно слабым и длился всего несколько секунд, прежде чем его пробил меч Ци. Затем весь световой барьер распался на пятна и исчез. Скала внизу исчезла во вспышке света, словно это была просто иллюзия. Однако на ее месте появился пятицветный световой барьер, охватывающий область с радиусом более 1000 футов. Разноцветный духовный свет беспорядочно вспыхивал по поверхности светового барьера, не позволяя определить, что находится под барьером. Хань Ли мог обнаружить огромную духовную силу, исходящую от светового барьера, и он невольно прищурился, погладив себя по подбородку. Этот синий световой барьер был просто иллюзорным ограничением. Этот, скорее всего, был недавно установлен 3 культиваторами формирования ядра, в то время как этот пятицветный световой барьер внизу был ограничением, которое фактически наложил сам Манхуцзы. В то время у Манхуцзы оставалась только зарождающаяся душа, и он спешил перейти к загробной жизни, поэтому у него, естественно, не было времени рассказать Хань Ли способ обойти это ограничение. Казалось, что ему просто придется прорваться сквозь барьер грубой силой. Однако было совершенно очевидно, что это ограничение было создано с использованием силы 5 элементов, поэтому даже с его способностями это все равно было бы несколько хлопотной перспективой. Поэтому Хань Ли больше не колебался. Он сделал печать заклинания, и в сумке для хранения вспыхнул серебряный свет, вслед за которым появилась его человекоподобная марионетка. Затем их рукава Хань Ли вырвалось 36 золотых летающих мечей, и со звоном слилось в массивный золотой меч длиной более 100 футов. Печать заклинания была брошена на поверхность гигантского меча. С раскатом грома дуга золотой молнии толщиной с руку пробежала по лезвию гигантского меча. Молния сделала круг, а затем превратилась в чрезвычайно живого молниеносного питона. Питон обернулся вокруг гигантского меча несколько раз, а затем поднял шею и зашипел, производя довольно грозное впечатление.
С другой стороны, человекоподобная марионетка подняла руку и вызвала красный лук, а другой рукой натянула маленькую зеленую стрелку. С раскатом грома над маленькой стрелкой появилась золотая молния, сверкая и хаотично извиваясь. С серьезным выражением на лице Хань Ли указал пальцем в определенном направлении. Гигантский меч начал спускаться по его воле и с грохотом рухнул вниз, словно это было божественное оружие, разбивающее горы. Почти в тот же момент марионетка отпустила тетиву, и из нее вырвалась зеленая стрелка, объединенная с пучками золотого света. Земля содрогнулась от грохота атак, и поверхность светового барьера также яростно задрожала. Затем его накрыло бесчисленное количество дуг молнии, и вода в озере забурлила, создавая водоворот, который поднимался прямо к его поверхности. Хань Ли стоял в центре вихря, совершенно не двигаясь, словно он был неподвижной скульптурой посреди всего этого хаоса. Свет, наконец, начал отступать, и золотые дуги молнии тоже исчезли. Хань Ли посмотрел вниз, и на его лице появилась улыбка. Пятицветный световой барьер внизу исчез, обнажив небольшую, мерцающую слабым светом формацию заклинаний, диаметром более 100 футов. Зеленая вода в озере вздымалась к нему, сдерживаясь только белым светом, исходящим из формации. Эта формация была изготовлена с использованием какого-то специального материала, что делало ее водонепроницаемой. В глазах Хань Ли промелькнуло удивление, и взмахом руки он убрал свою марионетку. Затем его тело качнулось, и он появился прямо над формацией. Он не спешил спускаться и приближаться к транспортной формации. Вместо этого он решил тщательно осмотреть ее сверху. Некоторое время спустя он кивнул и похлопал по сумке для хранения духовных зверей. Большинство шестикрылых ледяных многоножек, которых он только что убрал, вырвались наружу, и он давал им приказы своим духовным чутьем. Белоснежные многоножки тут же зарылись в дно озера, окружая формацию по его приказу. Только тогда Хань Ли решил, что уместно наложить заклинание на границы формации, что немедленно активировало формацию. Белый свет внезапно начал мигать, и Хань Ли исчез в формации. В следующее мгновение, придя в себя от телепортации, он оглянулся и обнаружил, что находится в каменной комнате. Каменная комната была не очень большой и совершенно пустой. Однако впереди была голубоватая дверь, и она была слегка приоткрыта. После краткого созерцания Хань Ли сел со скрещенными ногами и высвободил свое духовное чутье. Его духовное чутье медленно проползло за каменную дверь, а затем наружу, чтобы оценить комнату с другой стороны. Убедившись, что он был единственным культиватором в пещере и что поблизости не скрывались другие культиваторы, выражение лица Хань Ли смягчилось. Затем Хань Ли поднялся на ноги и направился к каменной двери. Его тело качнулось, и он исчез в коридоре на другой стороне. Через полдня в русле озера вспыхнул пронзительный лазурный свет. После нескольких вспышек лазурный свет исчез вдали. Хань Ли находился в этом лазурном свете с улыбкой на лице, рассеянно возясь с легким кусочком золотой руды в руках. Его поездка в тайную пещеру Мэна Хуцзы оказалась весьма плодотворной. Коллекция Мэна Хуцзы оказалась куда более богатой, чем он ожидал. Были ли это материалы и сокровища, каждый из них стоил несколько миллионов духовных камней, или бесценные тома и секретные техники, многие из них были ценными сокровищами, о которых Хань Ли когда-либо слышал, но никогда не имел возможности увидеть лично. Поэтому он был в восторге от своего путешествия. Однако сокровище, размером с кулак, которое взволновало его больше всего в коллекции Мэна Хуцзы, было золотой эссенцией. В великом цене Хань Ли уже собрал большую часть золотой эссенции, необходимой для закаливания оставшейся половины его летающих мечей. С добавлением этого фрагмента из коллекции Мэна Хуцзы он собрал все необходимые материалы и мог добавить золотую эссенцию во все свои летающие мечи. Таким образом, он, наконец, сможет создать полную формацию мечей золотой эссенции со всеми 72 летающими мечами. В прошлом Хань Ли установил половину формации мечей с помощью 36 летающих мечей, и она уже была достаточно мощной, чтобы представлять серьезную угрозу для культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Как только он завершит формацию мечей, он станет невероятно могущественным. Неудивительно, что создатель искусства владения мечом лазурной эссенции провозгласил, что любой, кто овладеет формацией мечей золотой эссенции, будет самым непобедим в человеческом мире. Хань Ли с нетерпением ждал возможности увидеть силу завершенной формации мечей. Он осторожно выдохнул и перевернул ладонь, с которой исчезла золотая эссенция, убрав ее в сумку для хранения. После этого он неторопливо продолжил свой путь. Хань Ли на какое-то время задумался, а затем неожиданно открыл рот и выплюнул маленький котел размером примерно с дюйм. Это был тот самый небесный котел. Хань Ли поднял руку, и котел завис над центром его ладони. Он сделал печать заклинаний другой рукой и наложил заклинание на крышку котла.
Внезапно лазурный свет начал мерцать по поверхности котла, а крышка медленно поднялась, обнажив небольшой кусочек пространства. Вспыхнул золотой свет, и изнутри вырвался талисман. Ханли уже был готов к этому заранее, и из его рта вырвался взрыв лазурного света, поразив талисман с безошибочной точностью. Золотой талисман немедленно вздрогнул, а затем его свет потускнел. Затем он был обездвижен лазурным светом, будучи подавленным огромной духовной силой Ханли. Ханли быстро протянул руку и схватил талисман, чтобы тщательно осмотреть его. Это был тот самый странный талисман, который ранее использовал патриарх Золотой Цветок во время битвы. Мало того, что он давал мгновенную способность к телепортации, он мог также превращаться в золотые цветы и ос, показывая, что является очень мощным и универсальным артефактом. Оказалось, что это был уникальный талисман, созданный патриархом Золотым Цветком. Ханли нашел это очень интригующим и захотел изучить поподробнее. На первый взгляд талисман выглядел совершенно обыкновенным. Ханли узнал большинство рун на талисмане, и все они были довольно распространенными. Единственное, что выделяло его, древние серебряные руны, начертанные на 4 углах и в центре талисмана. Этот тип древнего текста был очень загадочным, и Ханли даже почувствовал сильную изначальную ауру, просто взглянув на нее. Ханли несколько раз проверил текст, прежде чем смог окончательно определить, что они определенно отличаются от любого из древних текстов, которые он раньше видел. Кроме того, казалось, они совершенно не были связаны с другими древними текстами. Вдобавок ко всему, на поверхности рун переливало много крошечных пятен золотого света, и все они напоминали живые существа, которые время от времени кружили над рунами, придавая им таинственности. Ханли пристально посмотрел на золотой талисман и неосознанно нахмурился. Ты думаешь, что такие культиваторы, как ты, из человеческого мира смогут расшифровать этот тип скошенного серебряного текста? Тебе лучше просто сдаться. Внезапно из небесного котла раздался нежный голос ребенка, и владелец этого голоса выглядел очень пренебрежительным по отношению к Ханли. Однако Ханли не пришел в ярость от этого презрительного голоса. Вместо этого он улыбнулся и сказал: похоже, ты знаешь этот тип текста. Даже в высшем мире не так много людей, способных понять этот текст. Если бы не тот факт, что я однажды поглотил душу человеческого культиватора, который мог понимать этот текст, я бы тоже не смог бы его опознать, ответил нежный голос. На лице Ханли появилось серьезное выражение, и он посмотрел на небесный котел и сказал холодным голосом: «Почему ты вдруг решил заговорить со мной сегодня? Я думал, что ты собираешься навсегда остаться в небесном котле и не показывать оттуда виде. В прошлом вы были жалким культиватором из человеческого мира, который даже не достиг стадии божественной трансформации. С чего бы мне хотеть говорить с тобой? Но теперь все по-другому, ты приобрел перо блуждающей птицы Кунпен, поэтому, конечно, у меня есть причина поговорить с тобой сейчас. Я также могу предложить тебе сделку, ответил маленький ребенок в котле. Блуждающая птица Кунпен. Ты имеешь в виду ту огромную демоническую птицу, которая напала из другого мира? Ханли изменился в лице, вспомнив о невероятной битве, свидетелем которой он был во внешних звездных морях. Хе-хе. Демоническая птица. Вот как у вас в человеческом мире это называется. Если бы ты был в мире духов, и поклонники Кунпена, расы Тяньпен, услышали тебя, ты бы навлек на себя большие неприятности, хихикнул маленький ребенок. Рана Тяньпен. Сердце Ханли замерло, услышав это. Нет смысла рассказывать тебе о вещах в мире духов. Если ты сможешь достигнуть этого царства, то ты сам все узнаешь, и если нет, то рассказ об этом — пустая трата времени, презрительно сказал маленький ребенок. Какие громкие слова! Даже если ты когда-то был выдающимся демоническим культиватором в мире духов, здесь, в человеческом мире, твой уровень силы сравним только с уровнем демонического зверя 8-го ранга. Кто знает, сколько понадобится времени, прежде чем ты вернешься на стадию божественной трансформации снова. Издевался Ханли. Глава 1165. Перо Кунпена. Голос маленького ребенка внутри котла исходил от воплощения бесконечного небесного зверя, который Ханли втянул в свой котел во время битвы со святой бесконечного неба. Этот зверь когда-то был просто примитивным демоном, обладающим только базовыми инстинктами выживания, однако, проведя более века в небесном котле, он развил интеллект и даже восстановил большинство своих воспоминаний из своего времени в мире духов. Однако он был пойман в ловушку небесного котла, поэтому, естественно, не смог сбежать, и ему не оставалось ничего другого, кроме как жить там. Достигнув поздней стадии зарождающейся души в зале небесной пустоты, Ханли снова усовершенствовал 2 своих божественных духовных сокровища.
Овладев вторым слоем техники печати артефакта, он наконец смог открыть небесный котел. Воплощение бесконечного небесного зверя использовало какую-то технику движения из мира духов, что позволяло ему сбежать прямо у Хань Ли под носом, преодолев расстояние более 1000 футов в мгновение ак. На такой невероятной скорости, если бы он мелькнул еще несколько раз, даже Хан Ли не смог бы его догнать. Однако после этого произошло нечто неожиданное. По какой-то причине, после того, как зверь преодолел расстояние около 3000 футов от небесного котла, на теле зверя и на котле одновременно вспыхнул лазурный свет, и бесконечный небесный зверь внезапно исчез, вновь появившись внутри небесного котла. В следующий момент оказалось, что он не мог покинуть котел. Увидев это, Хань Ли был, естественно, в восторге. Только тогда он обнаружил, что из-за того, что зверь прожил в небесном котле слишком долго, его аура ассимилировалась с котлом, в результате чего он оказался в ситуации, подобной той, в которой находилась серебряная луна. Однако это не была материальная сущность, и зверь также не был артефактным духом небесного котла. Таким образом, помимо неспособности далеко уйти от котла, он сохранял полную автономию и не должен был отвечать на приказы Хань Ли. Таким образом, Хань Ли запечатал зверя и снова бросил его в котел. Он планировал тщательно подумать над этим вопросом и только потом решить, что делать с воплощением бесконечного небесного зверя. Однако бесконечный небесный зверь неожиданно заговорил, когда он исследовал золотой талисман, и сказал, что этот скошенный серебряный текст является рунами из мира духов. Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Ха-ха. Стадия божественной трансформации. С чего мне хотеть туда попасть? Здесь, в человеческом мире, я не смогу достичь этой стадии даже через десятки тысяч лет. Маленький ребенок внезапно начал бурно хрипеть в котле. Ты говоришь, что культивация тебя больше не интересует. Думаешь, я легковерный трехлетний ребенок? Хань Ли был очень скептичен. Похоже, ты не поверишь мне, пока я не расскажу тебе кое-что, малыш. Тогда я поделюсь с тобой кое-какой информацией. Я действительно был довольно известен среди расы демонов, в мире духов, и мой уровень культивации для тебя совершенно непостижимый. Однако я приложил немало усилий, чтобы отправить свое воплощение в человеческий мир. Думаешь, я сделал все это только для того, чтобы стать жалким стражем-хранителем человеческой расы? В мире духов у меня десятки тысяч демонов, и парящее племя для меня ничто. Бесконечный небесный зверь не пытался скрыть свое презрение к парящему племени. Хань Ли нахмурился, но он ничего не сказал. Ребенок продолжил: я послал воплощение в этот мир, чтобы подготовиться к скорби, с которой я столкнусь через 10 тысяч лет. Если мое истинное тело не сможет преодолеть эту скорбь, и моя душа будет уничтожена, я по крайней мере смогу выжить в виде своего воплощения в этом мире, поэтому я не перестану существовать. Для этого мне не нужно культивировать слишком быстро. В противном случае, если я достигну стадии божественной трансформации, в этом мире скорбь также повлияет на мое воплощение. Понятно. Значит, это метод самосохранения. Все ли могущественные существа в мире духов делают это? Скептично спросил Хань Ли. Думаешь, отправить воплощение в этот мир – плевое дело? Нужен не только определенный уровень культивации, но нужно также быть опытным в техниках, которые позволят воплощению безопасно покинуть мир духов, а таких техник очень мало. Кроме того, необходимо потратить превосходный камень мира духов, чтобы преодолеть границу между мирами и перенести воплощение в этот мир, а это сокровище крайне редко, даже в мира духов. Более того, этот процесс чрезвычайно опасен, и я даже не знаю, является ли показатель успеха хотя бы 1 к 10. При каждой неудаче воплощение исчезает в хаосе между мирами, тратя тем самым часть своей души. Каждый раз, когда я терпел неудачу, мне приходилось уходить в уединение на более 1000 лет, чтобы восстановить потерянный фрагмент души. До этого я уже сделал 7 или 8 попыток за промежуток 10 тысяч лет, и, к счастью, мне удалось добиться успеха с этой попыткой. Для сравнения, легче просто телепортировать магические силы и атаки в этот мир через барьер между мирами, холодно прокричал бесконечный небесный зверь. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил Хань Ли. Хе-хе, ответ на этот вопрос очень прост. Я просто пытаюсь сказать, что у меня с тобой вообще нет никакого конфликта. Когда я был втянут в твое духовное сокровище, у меня совсем не было разума, и меня временно использовало парящее племя. Более того, мой уровень культивации в ближайшее время не продвинется на стадию божественной трансформации, поэтому тебе не придется беспокоиться о том, что я отомщу тебе или что-то в этом роде, усмехнулся зверь. В таком случае, почему бы мне просто не уничтожить тебя прямо сейчас? Разве это не будет лучшим вариантом для меня? На лице Хань Ли внезапно появилось холодное выражение. Голос в котле сразу замолчал.
Однако, спустя несколько минут, маленький ребенок снова заговорил: «Мой уровень культивации в данный момент намного ниже твоего, так что это логичный ход с твоей стороны. Однако не забывай, что я воплощение могущественного демона из мира духов. Я освоил некоторые секретные техники, которые выходят далеко за рамки твоего воображения. Если ты попытаешься убить меня, я обязательно оставлю тебе серьезные раны на память. Даже если ты не умрешь, у меня есть много способов наложить отпечаток на твою душу. Если ты не планируешь когда-либо вознестись в мир духов и умрешь в человеческом мире, то у тебя все будет хорошо, но если ты когда-нибудь попадешь в мир духов, даже если ты воскреснешь себя через одержимость, мое истинное тело все равно сможет найти тебя. Когда придет время». Бесконечный небесный зверь не закончил свое предложение, но его угроза и так была вполне очевидна. Хань Ли был в недоумении от его слов. Благодаря своей нынешней культивации и основам знаний он, естественно, знал, что некоторые слова зверя были лживыми, но большинство из них звучали правдоподобно. Таким образом, с ним действительно было довольно трудно справиться, дело. Он не хотел обрести в мире духов такого могущественного врага еще до своего вознесения. Кроме того, судя по тому, что говорил этот зверь, его истинное тело, скорее всего, сможет раздавить его, как муравья. Однако Хань Ли не обращал внимания на угрозы о тяжелых ранах, которыми грозился зверь. Зверь не мог сбежать из небесного котла, поэтому, пока он был хорошо подготовлен, он не боялся подвергнуться какой-либо обратной реакции. Хань Ли продолжал летать в воздухе в неторопливом темпе, но на его лице все еще было серьезное выражение. Бесконечный небесный зверь в котле также замолчал, словно пытаясь дать Хань Ли возможность тщательно обдумать свои варианты. «А что за перо Кунпена, о котором ты говорил?» Хань Ли внезапно сменил тему. Чудовище Ломянь — разновидность духовного демона, появившаяся с момента сотворения мира, что означает, что они все исконные живые существа, рожденные из хаоса. В некотором смысле их можно назвать божествами. Я уверен, что ты можешь себе представить, насколько ценным является что-то из его тела. Даже мое истинное тело в мире духов не осмелится приблизиться к такому могущественному демоническому духу. Однако все звери Ломянь — все заклятые враги друг друга. В этом случае он, должно быть, обнаружил Ломянь в человеческом мире, что побудило его атаковать через барьер между мирами, чтобы уничтожить этого зверя. Теоретически, два демонических духа должны быть сопоставимы по силе, но зверь Ломянь этого мира не имеет препятствий из-за барьера между мирами, что поставило Кунпена в невыгодное положение. Тебе чрезвычайно повезло наткнуться на их поле битвы. Небесный Кунпен — демонический зверь ветреного элемента, и он может освоить все небесные законы этого мира с рождения. Перо, которое оно пролило, немного повреждено, но идеальное изготовление сокровища с элементом ветра. Если ты сможешь успешно его усовершенствовать, сокровище определенно превзойдет обычное духовное сокровище. Помнится, что кто-то в мире духов однажды изготовил духовное сокровище щит огненного дракона, используя чешуйку огненного кирина, и его сила вошла в число 100 лучших духовных сокровищ. 100 самых лучших духовных сокровищ. Хань Ли был довольно озадачен, услышав это. Не стоит недооценивать, что значит попасть в садку лучших духовных сокровищ. Я знаю, что у тебя есть еще одно духовное сокровище, известное как Кипригель 8 духов, а также несколько других копий духовных сокровищ. Должен сказать, что даже если и твой Кипригель 8 духов вместе с веером 7 огней считаются редкими сокровищами, они находятся на очень низком уровне среди духовных сокровищ. Только духовные сокровища, которые попали в хаотический духовный список, могут по-настоящему считаться божественными духовными сокровищами. Все остальные могут упоминаться только как духовные сокровища, но те, которые могут попасть в хаотический духовный список, должны как минимум входить в число 100 лучших духовных сокровищ, объяснил зверь. Хаотический духовный список. Забудь, я не заинтересован в том, чтобы узнавать о таких вещах в данный момент. Судя по твоим словам, божественные духовные сокровища, которые считаются очень редкими в человеческом мире, доступны в изобилии в мире духов. Я не помню, чтобы древние культиваторы прошлого создавали столько божественных духовных сокровищ. Ты хочешь мне предложить какую-то сделку, которая имеет какое-то отношение к перу Кунпена? Хань Ли погладил себя по подбородку с серьезным выражением на лице. Ты можешь использовать технику молниеносного передвижения, используя твои грозовые крылья, но они, кажется, не были полностью очищены, верно? И, похоже, в них содержится намек на духовную силу элемента ветра, верно? Бесконечный небесный зверь внезапно сменил тему на розовые крылья Хань Ли. Естественно, Хань Ли был слегка ошеломлен внезапным поворотом этого разговора. Что ты имеешь в виду? Это действительно так, что, когда грозовые крылья были впервые усовершенствованы, подразумевалось, что можно будет использовать силу ветра и молнии.
Однако я владею только божественной дьявольской молнией, поэтому я могу использовать только технику молниеносного движения. Что касается того, были ли они полностью усовершенствованы или нет, я в этом не уверен, честно ответил Ханли. Я могу рассказать тебе, как использовать перо Кунпена, чтобы усовершенствовать твои грозовые крылья в духовное сокровище. Само перо содержит небесные законы мира элемента ветра, так что ты сможешь использовать силу ветра даже без духовной силы элемента ветра. Из-за ограничений твоей культивации и доступных материалов ты не сможешь сразу же усовершенствовать божественное духовное сокровище, но с созданием обычного духовного сокровища с помощью этого пера проблем не будет, надменно объявил бесконечный небесный зверь.